Глава 185. Селянь спросил призрака: «Это твоя могила?» «Я выпил твое вино, в пьяном дурмане принц не расслышал», — ответил ли ему огонек, и решил, что хозяин могилы рассердился и гонит его прочь. «Да понял я, уже ухожу», — буркнул он себе под нос. Прижимая к груди сосуд, Селянь поднялся и, пошатываясь, сделал шаг. Но прошел совсем немного, как вдруг наступил в пустоту, бум, и полетел вверх тормашками. Оказывается, на кладбище вырыли большую яму, должно быть, будущую могилу для какого-нибудь покойника. Кто же знал, что покойника туда положить не успеют, и первым на подготовленное место уляжется Селянь. Принц ударился лбом о дно ямы, очень больно, так что голова закружилась еще сильнее. Лишь спустя какое-то время ему удалось унять головокружение и с трудом приподняться. Обе руки принца оказались измазаны грязью и кровью, наверное, он поранился при падении. Селянь поднес ладони к лицу, растерянно огляделся, ничего не увидев, и попытался выбраться из ямы. Но после выпитого конечности не слушались, силу приложить не получалось, и потому принц несколько раз скатывался вниз. В итоге, распластавшись на дне ямы и уставившись в ночное небо, где темные тучи закрыли луну, Селянь ужасно разозлился. Яма ведь не настолько глубокая, почему же он не может выбраться? Чем больше он думал об этом, тем сильнее злился, и даже не удержался от тихого: «Твою мать!» Селянь никогда раньше не бранился. Впервые с его губ слетели такие слова. Но вот что удивительно, сразу после этого негодования и тоска в его груди как будто немного рассеялись. Поэтому Селянь, подобно ребенку, который впервые попробовал сладкое, поскорее зацепился за край могилы и вновь выругался: «Да погромче! Да твою ж мать!» Ударяя ладонями о землю, принц позвал: «Есть кто-нибудь? Кто-нибудь, вытащите меня отсюда!» Но здесь, конечно, никого не было. Только тусклый призрачный огонек все летал вокруг. Когда Селянь свалился в яму, призрак бросился к нему, будто хотел помочь, но никак не мог. Принц совершенно не обратил на него внимания, только гневно закричал: «Пусть кто-нибудь просто придет и закопает меня здесь», но ругань руганью, а выбираться все же нужно. Запыхавшись, Селянь с огромным трудом выкарабкался сам и, тяжело дыша, повалился на землю. Выглядел он при этом хуже некуда. Спустя еще какое-то время принц перевернулся на бок, съежился и обнял себя за плечи. «Как холодно!» — прошептал он. Очень тихо, боясь, что кто-то его услышит. Но призрачный огонек все-таки уловил эту фразу. Он подлетел совсем близко к Селяню и вдруг вспыхнул ярким пламенем, словно изо всех сил сжигая само свое существо. Вот только призрачный огонь не греет. И пусть он прижался бы еще ближе, пусть спалил бы себя без остатка, он был не способен принести живому человеку даже капельку тепла. Сквозь дымку, затуманившую сознание, Селянь услышал тихий голос. Казалось, голос этот звучит где-то очень близко, но в то же время далеко. Во сне, но в то же время наяву. В нем слышалось отчаяние: «Мое божество! Прошу, подожди меня, подожди меня. Молю, дай мне еще немного времени. Позволь мне», Селянь подумал: «Божество. Это меня кто-то зовет». Но сейчас взывать к нему было занятием бесполезным. Поскольку принц, даже когда являлся божеством, оказался бессилен. А теперь, уже не будучи таковым, он тем более ничего не мог сделать. «Ваше Высочество! Ваше Высочество! Ваше Высочество!» Фэн Синь растолкал Селяня, заставив пробудиться. Принц с трудом разлепил веки и обнаружил себя лежащим в каком-то узком переулке. Лицо Фэн Синя висело над ним. Увидев, что Селянь очнулся, тот, наконец, вздохнул с облегчением, но тут же в его взгляде промелькнул гнев. «Ваше Высочество! Что с тобой такое?» Убежал, не сказав ни слова, и пропал куда-то на 2 дня. «Если не вернешься сейчас же, я больше не смогу обманывать их величество», Селянь медленно сел. 2 дня, только фраза вылетела изо рта, принц осознал, что его горло ужасно пересохло, а голос хрипит. Да еще голова раскалывается на части, а брови то и дело вздрагивают.
Он что-то смутно припоминал, но при этом не помнил совсем ничего. Фэн Синь присел рядом на корточке. Вот именно. 2 дня. Куда ты запропастился? И почему только что так разбушевался? Неужели принц 2 суток провел в хмельном забытии? Он ведь был на каком-то кладбище, как оказался здесь. Последняя фраза Фэн Синя вызвала в душе селяня нехорошие предчувствия. «Что я натворил?» — Фэн Синь ответил тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Ты был словно демонами одержим. Повсюду крушил лотки уличных торговцев, дрался, даже встал на пути у солдат Юнань. Что ты еще раньше натворил, мне неизвестно». Услышав, что пытался задержать солдат Юнань, селянь испуганно переспросил: «Я задирал солдат. И что же они?» «Повезло, я как раз на тебя натолкнулся и успел удержать. Благо, ты еще и выглядишь подобным образом. Они приняли тебя за какого-то сбрендившего пьянчугу, обругали и прошли мимо. Если бы не это, конец был бы неминуем. Что с тобой случилось, скажи наконец. Почему ты выглядишь, будто напился?» Селянь опустил голову и оглядел себя, дотронулся до головы. Он был весь измазан в грязи, а волосы спутались, будто у преступника, приговоренного к казни по наступлении осени. Он и впрямь походил на безумного пьяницу, который целыми днями валялся на улице. Помолчав, селянь поднялся и уклончиво ответил: «ГМ. Выпил немного». Фэн Синь даже не сразу осознал, что только что услышал. «Чего? Как ты мог напиться? И сколько же ты выпил, чтобы захмелеть на 2 дня?» Видя на лице Фэн Синя потрясение, словно тот не верил своим ушам, селянь ощутил беспричинное раздражение и пошел прочь, говоря на ходу: «Сказал же, немного. Совсем чуть-чуть. Ничего. И почему мне нельзя выпить?» Фэн Синь не ожидал такого ответа и даже остолбенел, потрясенный словами принца. Но вскоре нагнал того и возразил: «Что значит «ничего»? Почему? Ваше Высочество, ты забыл. Употребление алкоголя означает нарушение обета. Тебе нельзя нарушать обеты, иначе как быть с твоим уровнем самосовершенствования? Ты ведь должен достичь вознесения». Стоило ему сказать слова «самосовершенствование» и «вознесение», селянь не пожелал слушать дальше, ускорил шаг. «Ваше Высочество». Фэн Синь вновь догнал принца и с сомнением спросил: «Произошло что-то серьезное? Можешь рассказать мне?» Услышав осторожный вопрос Фэн Синя, селянь открыл было рот, но промолчал, едва не проговорившись. Если он не найдет, кому может поведать обо всем, наверное, просто сойдет с ума. Но селянь не был уверен, что Фэн Синь на это скажет. Принц не мог побиться об заклад, какой будет его реакция. Видя замешательство селяня, Фэн Синь добавил: «Сказать по правде. Если ты никого не убил, не устроил поджог или грабеж, Ваше Высочество, чем еще ты не можешь поделиться со мной?» У селяня даже на какое-то время перехватило дыхание на фразе «ты ведь никого не убил, не устроил поджог или грабеж». И если мгновением ранее принц колебался, надеялся на хороший исход, то теперь все надежды разбились вдребезги. Селянь опустил голову, развернулся и пошел дальше, невнятно бормоча: «Ничего подобного, просто. Я правда очень устал». Он как раз намеревался придумать отговорку, как вдруг заметил кое-что на щеке Фэн Синя и остановился. «Что у тебя с лицом?» Фэн Синь, не глядя, тронул щеку и, похоже, коснулся больного места, его лицо дернулось. На щеке виднелась ссадина. А еще плечо было тщательно забинтовано. И бинты наверняка наложил не сам Фэн Синь. Однако селянь беспокоился лишь о ранах под ними. «А ты как поранился?» С мастерством Фэн Синя простым смертным было не так просто ранить его, к тому же пострадала рука. Но тот, не придавая этому особого значения, ответил: «А ерунда. Те никчемные бродяги приходили помешать мне зарабатывать, ничего особенного». Селянь изумленно переспросил: «Ты о тех местных уличных артистах, которых мы встретили в прошлый раз?» «Именно. Но почему они решили помешать тебе?» До принца тут же дошло. «Из-за того, что я признал поражение,
а ты все равно пришел выступать. Они явились прогнать тебя, скорее всего, так оно и случилось». Выяснив причину, Селянь ощутил, как в душе поднимается гнев. Он твердо заявил: «Не ходи туда больше», но Фэн Синь с безразличием заявил: «К черту их! Вот и буду ходить. Это ведь ты признал поражение, а не я». «Я ничего не признавал, за нарушение слова это не считается. Все равно буду там выступать». Что они еще могут сделать, кроме как исподтишка бросить что-нибудь, чтобы помешать мне? В тот раз я просто не был готов. Но впредь буду. Драки с ними я не боюсь. Этими словами волну внезапного возмущения в душе Селяня мгновенно смело, а на смену ему пришли угрызения совести. Фэн Синь так старается, а принц тут в одиночестве предается унынию и упадочным настроениям. Разве достоин он столь преданного слуги, который до сих пор его не бросил? Селянь вздохнул: «Прости, Фэн Синь». Тот удивленно застыл и активно замахал руками. «Ваше Высочество, зачем ты просишь у меня прощения? Не городи ерунды. В последние дни ты в одиночку зарабатываешь деньги. Спасибо тебе за труды. Главное, чтобы ты как следует тренировался в самосовершенствовании и как можно скорее вознесся. Это лучшее, что можно предпринять». Вновь услышав о вознесении, на этот раз Селянь уверенно кивнул. Фэн Синь убедил государя и государыню, что Селянь несколько дней провел где-то в тренировках. По возвращении сына матушка все с такой же радостью вновь приготовила поесть. Селянь из сострадания к Фэн Синю забрал у того чашку и съел сам. Следующую ночь принц провел без сна. А на следующий день, когда Фэн Синь ранним утром проснулся и ушел из дома, Селянь остался, чтобы заняться тренировками. Но только, с каким бы рвением он ни взялся за дело, сосредоточиться для тренировки духа никак не получалось. Всем известно, единственный путь превзойти других — усердие в учебе и упражнениях. Но сколько человек из десятка тысяч способны по-настоящему проявить необходимое усердие? Здесь принцип тот же: сколько бы тысяч раз Селянь не велел себе избавиться от ненужных мыслей во время медитации, разве одни только слова могли возыметь действие? Прошло около 2 недель, но его тренировки не продвинулись ни на шаг, не принеся результата. И принц неизбежно забеспокоился. Селянь ощущал огромное давление ответственности, которое нельзя выразить словами, особенно когда Фэн Синь, еле волоча ноги, возвращался в хижину глубокой ночью, и они вместе с государыней спрашивали принца о его успехах. Он не мог сказать им правды, только размыто отвечал, что прогресс имеется, чем весьма радовал обоих. Но так не могло продолжаться долго. 2 месяца спустя Селянь больше не решился позволять себе пребывать в этом состоянии. Однажды, когда Фэн Синь вновь вернулся за полночь, они с принцем сидели за столом и доедали оставшуюся со вчерашнего дня пищу. За едой Селянь вдруг сказал Фэн Синю: «Боюсь, мне придется на какое-то время покинуть вас». Фэн Синь, наспех заталкивая в рот рис, поразился: «А? Покинуть? Куда ты собрался?» Селянь неторопливо произнес: «Мне нужно найти уединенную обитель с достаточной концентрацией духовной силы, чтобы предаться самосовершенствованию вдали от мирского. И если в месте, где заклинатель проводит свои медитации, достаточно духовных сил, для него это приносит огромную пользу». Ранее Селянь никак не мог решиться оставить родителей и 2 слуг, чтобы куда-то уйти. Но теперь его мнение поменялось. Фэн Синь, не раздумывая слишком много, ответил: «Да ведь это же прекрасно. Ваше Высочество, давно пора. Именно тренировки в аскетичных условиях приносят больше всего плодов». Селянь кивнул, сделал паузу и добавил: «Пока меня не будет, попрошу тебя позаботиться о моих отце и матушке». Фэн Синь уже открыл рот, чтобы ответить, но вдруг мгновение помедлил. И хотя этот миг колебания сразу прошел, все же Селянь, который знал его лучше некуда, не мог не увидеть этой мимолетной нерешительности. В тот момент государь из комнаты сказал: «Ступай себе. Мое величество в заботе не нуждается». Фэн Синь и Селянь, положив палочки и чашки, обратили взгляды на дальнюю комнату.
Выходит, государь еще не спал и слышал их разговор, поэтому и вставил слово. Опять это пустое бахвальство, покачав головой, прошептал Селянь. Фэн Синь же усмехнулся и ответил на просьбу: «Не волнуйся, ваше высочество. Конечно, я о них позабочусь». Теперь он ответил прямо, без раздумий, но Селянь не забыл, как только что Фэн Синь, кажется, на миг поддался сомнению, словно его беспокоило что-то другое. Однако, поразмыслив, принц решил, что мог и ошибиться. Кроме них, Фэн Синь больше ни с кем не был знаком, никаких других обязанностей не имел, откуда взяться иным беспокойством. Отбросив эти мысли, Селянь стал обдумывать предстоящий завтра поход. На следующий день принц, собрав простенький дорожный мешок, закинул его на спину и временно простился с родителями и Фэн Синем. Неизвестно, сколько десятков ли ему пришлось преодолеть пешком и сколько дней спать и есть без крыши над головой. Но в конце концов Селяню наконец удалось отыскать уединенное место в глубине гор, подходящее для занятий самосовершенствованием. Внимательно все оглядев вокруг, Селянь вначале поразился, затем в душе ужасно обрадовался. Вот так удача! Фэншуй здесь замечательный, это ведь редчайшая обитель, благословенная небесами. Неудачи преследовали его до сего дня, и вдруг все повернулось иначе, да так, что Селянь даже немного не верил своим глазам. Лишь убедившись еще и еще раз, принц отбросил сомнения. Ему действительно попалась благословенная земля, пышущая духовной силой. И если здесь посвятить самосовершенствованию несколько месяцев, старание непременно окупится с лихвой, и его ожидает стремительный прогресс. Селянь, казалось, увидел надежду, его душа мгновенно просветлела после долгого пребывания во мраке, радости не было предела. Он подумал: «Отец, матушка, Фэн Синь, подождите меня. Я очень скоро вернусь». Еще 6-8 часов он взбирался по крутой горной тропе, прежде чем, наконец, достиг глубин этих чудесных гор. Проходя через густой лес, принц отчетливо ощущал, что источник духовной силы все ближе. Селянь пошел быстрее и легче. Однако, когда он уже выбирал подходящее место для медитации, позади вдруг послышалось множество шагов. Откуда в таких диких и уединенных горах могло возникнуть столько шума? Селянь невольно обернулся, и, к величайшей его неожиданности, от этого взгляда едва появившаяся улыбка на его губах так и застыла. За его спиной показалась целая толпа, человек 30 или около того. Разного роста и сложения, обликом и одеянием каждый отличался от остальных, однако все они как один были небесными чиновниками. Малая часть — младшие чины верхних небес, большая — приравненные к небожителям служащие нижних небес. И среди них весьма неожиданно оказались те небесные чиновники, которых Селянь повстречал во время попытки ограбить путника на горной дороге. Увидев принца, те слегка изменились в лице, дернули за рукав этого, толкнули в бок другого и зашептались неизвестно о чем. А у Селяня при виде них едва заметно задрожали руки. Они так и стояли, глядя друг на друга, покуда один из небожителей не заговорил, кашлянув: «Какое совпадение! Не ожидали встретить здесь ваше высочество?» «Да», — подхватил другой. «Ваше высочество, как же и вы оказались здесь?» Селянь мягко кивнул, стараясь ответить как можно спокойнее, непринужденно и с достоинством. «Я пришел сюда для занятия самосовершенствованием». И хотя нынешнее положение принца разительно отличалось от прошлого, все же он приложил все усилия, чтобы говорить с ними тем же тоном, что и до своего низвержения, не понижая голоса от скромности, не задыхаясь от нерешительности. Небожители рассмеялись, совпадение еще более удивительное. «Ведь и мы здесь за тем же». Да уж. Не ожидали, что выберем с вами одно и то же место». Хе-хе-хе, оказывается, этот благословенный уголок приметил не только Селянь. Место также приглянулось и другим небожителям. В душе принца возникли сомнения. Неужели придется разделить обитель с таким количеством желающих? По правде говоря, в глубине души ему этого очень не хотелось. Во-первых, он ведь намеревался тренироваться в аскетичных условиях, отгородившись от мира,
а если при этом не уединиться, а проводить тренировки при таком множестве народа, неизбежно кто-то будет ему мешать. Кому-то по нраву собираться в группы для совместных тренировок, чтобы в случае чего поддержать друг друга, но Селянь всегда занимался практиками в одиночестве. Во-вторых, после неудачного ограбления, когда теперь принц встретил знакомых небожителей, его охватило беспокойство. Ему все казалось, что их взгляды колют его иголками до нестерпимой боли. А сейчас ему и вовсе померещилось, что абсолютно все смотрят на него странными оценивающими взглядами. В таких условиях совершенно не возникало желания тренироваться. В случае спора за благословенную обитель существовало правило «кто первый прибыл, тот и заполучил», стоило лишь проявить должное упрямство. Селянь мог сказать: «Я пришел сюда раньше, прошу вас поискать другое место». Но при тех небесных служащих, что застали его на преступлении, твердость проявить было непросто. К тому же, займея он столь обширную территорию и прогони такое множество желающих, и небожители посчитают его действия бесчинством чистой воды. И пускай Селянь не желал делить эту землю с кем-то еще, ничего иного ему не оставалось. Ему не удастся так быстро отыскать другое такое же наполненное духовной силой уединенное место для тренировок. Пришлось кивнуть и сказать: «Да уж, вот так совпадение. Что ж, я пока буду располагаться, а вы, господа, можете действовать на свое усмотрение». С такими словами принц собрался поскорее уйти подальше, чтобы поискать самую тихую пещеру и там укрыться от всех, но только повернулся, как услышал за спиной голос кого-то из небесных чиновников: «Постойте». Шаги Селяня застыли. Он обернулся с вопросом, что такое, небожители обменялись взглядами, кто-то даже зашептался, а спустя еще мгновение один из них выступил вперед и с улыбкой заявил: «Ваше Высочество когда-то присвоили себе множество благословенных территорий, быть может, эту одну уступите нам». Селянь долго стоял как вкопанный, прежде чем до него дошел смысл сказанного. Они хотели, чтобы он покинул это место, вот так, без всякого предупреждения. Принц столкнулся с настоящим притеснением, кровь тотчас же бросилась Селяню в голову. Он подумал: «Но я пришел первым, а вас прогонять не стал. Почему же вы решили меня прогнать?» Однако вступать в необдуманную перепалку сейчас принц не мог. Он молчал, медленно сжимая в кулак руку, в которой держал завязки своего дорожного мешка. Затем заговорил, и голос его звучал твердо: «Господа, что все это значит?» Другой небожитель ответил: «Ну, мы же ведь уже сказали. Ваше Высочество когда-то занимали множество благословенных территорий». Селянь перебил: «Но к чему сейчас упоминать об этом? Неужели, если я в прошлом занял множество чудесных земель, впредь мне запрещается тренироваться в таких местах?» Небесный чиновник, которому он заткнул рот, виновато замолчал. Селянь постарался продолжить как можно более спокойным тоном: «К тому же, я не очень понимаю, если я останусь здесь, это ведь не означает, что и вы не можете остаться. Нередки случаи, когда многие разделяют между собой одну чудесную местность. Каждый займется своими тренировками, что в этом неподобающего. Почему вы непременно желаете, чтобы я ушел?» Тут раздалось лишь чье-то тихое бормотание: «Не притворяйся дураком. Нас и так уже больше 30, а если ты здесь станешь заниматься духовными практиками, другим никакие тренировки не помогут». Говорящего очень быстро одернули, но Селянь мгновенно все понял. Вот в чем крылась истинная причина: количество духовной силы в благословенной обители ограничено. И если во время своих тренировок кто-то занимает половину, явившимся после него достанется лишь другая половина. Ну а займея кто-то 0,8 частей, иным останется всего 0,2. Чем большей способностью поглощения духовной силы для своих нужд обладал заклинатель, тем больше он себе забирал. Эти небожители беспокоились, что если принц останется здесь, он заберет себе большую часть духовной силы. А оставшуюся еще и придется делить между 33 коллегами, и значит, каждому из них в итоге достанется самая малость. Когда все встало на свои места, кровь закипела в голове Селяня еще яростнее. Он крепко сжал кулаки и суровым тоном сказал: «Я остаюсь здесь». Кто-то из оппонентов ответил ему: «Ваше Высочество, ведь сейчас мы лишь из уважения называем вас Высочеством.
Ныне вы, простой смертный, к чему непременно нужно спорить с нами за сию чудесную землю? Селянь возразил: раз уж я, простой смертный, а вы все, небесные чиновники, чего вам опасаться, позволив мне тренироваться здесь? А если я не уйду, неужели прогоните меня силой? Ну, разумеется, такого не могло случиться. Если простой смертный не совершает ничего излишне предосудительного, божества не могут применять к нему силу, за это последует наказание. Небожители действительно ничего не могли с ним сделать. Однако кое о чем Селянь все же позабыл. Как раз когда он упрямо не желал уступать в споре с небесными чиновниками, вдруг раздался голос, и его высочество после низвержения в мир людей поистине стал крепким орешком. Не только научился грабить простых смертных, но еще и дерзит небожителям. Ха-ха-ха, услышав эту фразу, Селянь в тот же миг будто провалился в полынью. Он резко вскинул голову, увидев, что говорящим был какой-то чиновник совсем низкого ранга. Но его не было в тот день среди небожителей, которые застали принца на горной тропе. Выходит, они и впрямь давно все разболтали, и минутами ранее Селяню не померещилось, все действительно смотрели на него с тем самым отношением во взгляде. Все знали. Эти чиновники, они все знали. В тот миг Селяню показалось, что из Нига вытащили все кости, запал его погас. Только вот глаза едва не налились кровью. Он одеревенело повернулся, глядя на тех младших служащих верхних небес, и хрипло произнес: «Вы же говорили, что ничего не расскажете посторонним».